Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня будет видео для людей, которые занимаются дизайном одежды, но не владеют никакими 3D-программами, которым было бы интересно на самом деле увидеть свое творение в виде 3D-объекта, то есть в виде модели, готовой модели, чтобы они могли посмотреть, как, что здесь находится. Мы здесь не будем создавать 3D-модель одежды. Это видео скорее для людей, которые занимаются, скажем так, красотой на уже готовых 3D-изделиях. То есть, вернее, на готовых моделях. Это дизайнеры спортивной одежды, которым важно больше не столько там крой какой-то, сколько там показать какие-то цветовые решения своих изделий, нежели там создать эту модель. Для людей, которым интересно узнать, где взять вот эту вот программу, да, в которой я сейчас буду все это показывать, или где взять модели, готовые к использованию, чтобы на них уже что-то делать. Об этом я расскажу в конце видео. А сейчас я хочу показать, какие есть возможности для дизайнеров одежды именно в программе Style 3D. Итак, поехали. У нас есть вот такой вот костюмчик, да, футболка, ничем особо не примечательная, и штанишки. На них есть текстуры ткани, да, вот. Я не знаю, как называются эти ткани, но это типа такая трикотажные какие-то, в общем, ткани. Вот такого у нас плана, значит, одежда. И мы хотим не просто как бы добавить сюда какой-то дизайн, да, сделать там, раскрасить это все, а еще чтобы было видно, что это не просто там рисунок, а все это отображалось именно в текстурах. И в конце видео также покажу, как сделать рендер этого изображения прямо в этой программе, ничего особо там не изучая. Итак, какие-то базовые вещи вы можете посмотреть, как, например, крутиться, добавлять аватар, добавлять свои модели. Вы можете посмотреть у меня в плейлисте для новичков, ссылочка будет в описании. А пока что расскажу, как этим могут пользоваться дизайнеры одежды, которые, по сути, раскрашивают одежду в разные цвета. В общем, какая у меня задумка? Я хочу добавить сюда какой-нибудь принт на майку, да, я хочу покрасить вот это вот все, и давайте сделаем это. Итак, у нас есть выкройки, с которыми мы будем работать. Мы будем работать в панели в основном графика, то есть мы будем добавлять графику к нашим уже готовым лекалам. Костюмчик этот я взяла, по сути, и футболку, и брюки в библиотеке Style 3D, в онлайн-библиотеке. Но если вы хотите потренироваться потом на этом костюмчике, то я тоже выложу ссылку в описании, где можно будет бесплатно скачать эту модель, весь этот проект, и просто открыть в программе и на ней потренироваться. Ну что, давайте пересохраним костюм в какой-нибудь еще проект, чтобы у нас остался не закрашенный костюм отдельно, а тот, который мы будем красить, я пересохраню. Итак, нам нужно зайти в панель графики и добавить свою графику. Мы будем использовать два вида графики. Как вы видите, здесь вот есть в плюсике просто графика, а есть текстовая графика. Но пока мы будем использовать... Давайте по очереди. Итак, я хочу назвать это паттерн. И у меня уже есть, в принципе, заготовленный узор, на базе которого я и хочу строить весь свой дизайн. Переходим сюда. Этот, кстати, мы можем удалить, потому что он нигде не использует. Ой. Так, пока не можем. Значит, потом удалим. Переходим в панель Property Editor, чтобы настраивать нашу графику. Так, у нас есть здесь раздел текстур. Здесь мы видим, здесь по умолчанию всегда загружается логотип Style 3D, а нам нужно свое что-то загрузить. Итак, у меня есть заготовленная графика.
я хотела загрузить вот такой вот тут паттерн. Единственное, что вам следует помнить... давайте я вам просто покажу, что тут можно делать-то. Допустим, у меня есть просто картинка JPEG, да? Я могу ее загрузить, и что, значит, как я могу пользоваться этим паттерном? Я могу взять эту картинку, либо двойной клик меня переключает на этот инструмент, либо мне нужно перейти из панели Home вот сюда, нажать графику, выбрать вот здесь вот, и я могу это разместить. Опа, все, принт готов. То есть, кто хочет обойтись вот этим, этого достаточно. Но кто хочет, например, сделать так, чтобы графика влипла, то есть не было вот этого вот квадратика, да, там нужно соблюсти какие-то свои условия. Одно из условий — лучше использовать PNG, формат PNG на прозрачном фоне. У меня здесь JPEG, и, как видите, он здесь не совсем белого цвета, он чуть-чуть серый. Поэтому мы наблюдаем здесь вот такую вот картину. Но давайте попробую я туда заткнуть то, что я хочу. Вот, у меня есть PNG. Так, надо нажать на плюс. Я хочу открыть это PNG и разместить его как-то здесь. Я хочу, чтобы он размещался, этот паттерн, на двух половинках и сзади, и спереди. То есть, чтобы... Каким образом мы можем это сделать? У нас есть два варианта. Значит, каким образом мы можем это сделать? У нас есть два варианта. Первый вариант, я вот хочу вот так примерно разместить, это правой кнопкой мыши кликаем сюда и клацаем сюда Copy over Sewing. То есть скопировать поверх швов, поверх сшивания. И вот он продублировал нам сюда ровненько вот эту вот картинку. Чем это классно? Тем, что он еще продублировал мне на рукава, да, под мышками, на которых мне, собственно говоря, это вообще не нужно. Я могу это удалить. Вот здесь паттерн и здесь паттерн я могу удалить, он мне не нужен. И, в принципе, окей. Мы можем этим пользоваться. Дальше. Есть второй способ. Я удалю отсюда вот эту штуку. Мы клацаем снова правой кнопкой мыши и клацаем вот это Deform Oversewing. То есть у нас остается одна картинка. Здесь мы ничего не можем настраивать. Она одна находится в одном месте. Но каждый раз, когда мы ее будем двигать, она будет двигаться и на тех паттернах, на которых она еще и автоматически расположена. То есть для меня этот способ более предпочтительный. И что мы получаем? Опа, у нас как бы паттерн разместился как нам надо. Дальше. Давайте посмотрим поближе. Качество картинки так себе, то есть видно пикселизацию, но вы можете подобрать для себя более качественный паттерн или нарисовать его сами, и у вас будет все намного лучше. Но это еще не все. Мы наблюдаем, что... Вот, смотрите, значит, текстура ткани отдельно, а паттерн отдельно. Давайте попробуем это исправить. Значит, что мы сделаем? Как будто бы у нас паттерн должен быть пропечатан на самой ткани, а сейчас этого не видно. Как мы это сделаем? Мы переходим в настройки паттерна, и здесь есть галочка Use Artwork Technology. Что это нам дает? Здесь куча стилей всяческих, там, хоть вышивки какие-то. Я сейчас поклацаю, покажу, что происходит. Имитация вышивки, да? Но в данном случае нам это не надо. Что там еще? Какие-то еще вышивки. Кстати, у каждого из этих, у каждого из этих режимов есть еще свои настройки, которые можно покрутить. Но мне в данном случае подходит лучше всего это Digital Print, то есть цифровая печать, которая как бы про
промокает нам ткань, и мы должны видеть, что у нас произошло. Ой, как будто бы появилась какая-то неоднородность, да, вот, и пропечатался наш паттерн на ткани. Что я могу сделать дальше? Допустим, мне не очень-то хочется, чтобы все было белым. И хочется мне в цвет этого паттерна что-то закрасить. Например, я хочу, чтобы брюки у меня, штаны, были какого-нибудь цвета, взятого из паттерна. Это легко устроить. Я беру, у меня есть ткань, на которой, которая назначена на штаны. Она называется у меня pants в данном случае. И у нее есть настройка, цвет. Я могу взять это окошко. Давайте я приближусь куда-нибудь к паттерну. Сюда, да, в 2D окне. Вот. Я могу выбрать это окошко. И у меня есть здесь пипетка, которой я могу просто поклацать цвет из паттерна. Давайте посмотрим, нравится мне этот фиолетовый или нет. Он вполне себе сочетается, да. Но мне, допустим, хочется, ну, например, что-нибудь экстравагантное совсем. Например, я хочу какой-нибудь желтый вот отсюда взять. Окей. И это вполне себе мне тоже нравится. Что еще? Для того, чтобы майка не была оторвана от штанов, еще где-то надо поддержку сделать. Давайте я возьму вот эту ткань. Это у нас рибана. Вот она подсвечивается. Вот если я возьму этот кусочек, горлышко, да. Вот. У нас подсвечивается, какая ткань на нее наложено. Значит, я перехожу в настройку ткани и снова беру палитру, беру пипетку и прямо вот отсюда беру этот цвет. Окей. И что у нас получилось? Прикольно. Как по мне. Значит, этих паттернов можно разложить тут хоть миллион. То есть можно взять еще раз вот этот паттерн, да, и сделать там, ну, даже вот так вот. Тоже, в принципе, вполне себе подойдет. Что мы еще с этим паттерном можем сделать? Так, Edit график. Чтобы отредактировать графику, нам нужно не вот этот инструмент, а Edit график. Значит, мы можем его уменьшить, но есть момент. Если мы берем один и тот же паттерн отсюда, и когда мы его модифицируем на, ну, скажем так, то есть любой рисунок мы берем отсюда, да, и когда мы его модифицируем, он модифицируется на всех местах, где он только есть. Для того, чтобы этого не происходило, например, и я могла модифицировать другой, ну, то есть чтобы ничего не происходило с паттерном, я могу сделать следующее. Идем сюда, делаем копию. У меня появляется копия паттерна, и я уже использую ее. И тогда я могу с ней что-либо делать. То есть уменьшать, увеличивать там. То есть крутить, вертеть, делать с ней, что хочу, и все с ней будет хорошо. Ну, давайте я оставлю как-нибудь так. Я уже не буду перекидывать, наверное, кусочки. Хотя давайте попробуем. Сейчас я попробую сделать. У меня не очень хорошо обработанный PNG, но в принципе для демонстрации этого будет достаточно. Давайте попробуем сделать тоже. Deform Overskewing. Так. Ну, как-то здесь оно не очень. И у нас опять появился на рукавах вот эта штука. Давайте попробуем это исправить. Так, вернись. Edit график. Может быть, мне не надо было, кстати, делать его меньше. Ну ладно, давайте я буду использовать тот же самый паттерн по масштабу. Потому что мне не очень нравится то, что я отмасштабировала.
Так, и я, наверное, не буду делать... Нет, давайте я вам покажу все-таки, как это будет. Deform Oversewing. И, допустим, мне на рукавах не нужен этот паттерн. Где-то у нас была такая штука. Значит, на рукаве мы можем нажать Split Deform Graphic. То есть он отделит вот этот кусочек, и мы можем его удалить. Но в данном случае что он сделал? Он разделил наш паттерн, видите, здесь сделал один кусочек, его разрезал, здесь сделал другой кусочек, его разрезал. И это, по сути, отдельные куски паттерна. Вот. А вот этот паттерн мы уже выкинули, и его можно удалить. Кстати, удалить неиспользованные паттерны можно командой Delete all unused graphic styles. Все, он оставил только то, что мы использовали. Окей. В принципе, ок. Хотя мне не нравится вот эта часть под мышкой. И, наверное, я не буду использовать вот эту половинку. Хочу просто удалить ее. Так. Delete. Все. Пусть у меня будет только сзади вот это вот. Теперь, есть такой момент, что у нас же есть тут швы, да? И как-то странно эти швы смотрятся. То есть они как бы попали под картинку. Как это исправить? Исправить это достаточно просто. Берем, выделяем наш паттерн. Все, какие нам нужно. И делаем следующее. Layer under top stitch. То есть поставить под топ стичи. И все. Швы у нас проходят поверх этого паттерна. Ну, давайте сделаем какой-нибудь еще логотип. Сюда бабахнем. Что ж мы ограничимся только этим? Нет. Делаем следующий. График. Опять я напишу лого. Так, что-то у меня капслоком пишется. Так, в лого я хочу поставить такую картинку. Во. PNG. Так, и я хочу разместить его где-то здесь. Ой, это спина. Извиняюсь, вот где-то здесь. Дальше. Это слишком большой логотип. Мне такое не надо. Идем настраивать. У нас есть галочка Fixed Rate, то есть зафиксировать соотношение сторон. И теперь я могу, крутя одно какое-то значение, например, на 50%, быть уверена, что пропорции у нас сохранятся. 50% это мало, пусть будет 70, ну или 60. Ну, да, окей. Дальше. Мне не нравится, что у меня логотип черного цвета. Как бы можно было и картинку покрасить, да, прежде чем ее сюда пихать, но не, наверное, повыше надо. Где-то вот здесь, да. Но у нас есть возможность покрасить это все здесь. Смотрите. Значит, давайте опять же возьмем цвет какой-нибудь отсюда. Я хочу взять пипеткой. У нас есть здесь текстура, color. И мы выбираем цвет. Я хочу выбрать пипеткой, например, вот этот. Но, чтобы цвет применился, нам важно поменять режим на Recolor. Отлично. Так, насыщенности не хватает. Давайте что-то приближенное. У меня где-то был тут вот. Примерно вот такой цвет я хочу. Теперь, что мы еще можем сделать? Давайте попробуем сделать это уже другим режимом, каким-нибудь Use Artwork Technology. И пробуем... Ой, цвет сбился. Ну ладно, ничего страшного. И попробуем какой-нибудь такой. Но мы ничего не увидим, пока не изменим цвет. Еще раз выделяем наш цвет. Recolor. И смотрите, что получилось. У нас какими-то блестяшками, короче, сюда
логотип напилен. Что еще можно сделать интересного? Мы можем сделать это немножко потолще, по-моему. Нет, здесь мы не можем. Это мы можем в другом режиме. Давайте попробуем еще, какие режимы есть. Есть brush режим. Как будто бы... Ну, каждый раз при смене режима нам приходится изменять цвет. Не знаю, это глюк какой-то или это такая фича. Ну, ладно. Вот в этом режиме, по-моему, можно сделать какую-то толщину. Что мы можем крутить в этих режимах? Смотрите, у нас есть металличность. Да? Я могу металличность не делать на 100%, сделать ее, например, на 0,3, и это будет смотреться более естественно, чем 100% металлик. То есть какое-то переливание будет, но не особо. Так, где же у нас были нормали? Так, в каких-то режимах у нас были нормали. Наверное, не во всех режимах есть, но давайте поищем еще, что есть. Например, есть thick silicone, то есть как будто бы нанесение произошло силиконом. Так, recolor и... есть thickness. В общем, смотрите, видите, он как будто бы немножко поднадулся. Такой стал объемный. Как будто бы это... Так, offset -1. Что мы можем сделать? Давайте увеличим до 5 миллиметров и посмотрим. Во! Видите, толщина меняется. То есть в некоторых режимах есть еще какой-то объем. Даже тоже можно металличность какую-то покрутить, чтобы он был более такой... Что еще можно сделать? Какой еще режим попробуем? Так, в некоторых режимах, как видите, после названия в скобочках подписано Render Only. То есть мы их применить можем, но отображаться сейчас в 3D окне оно не будет, будет только отображаться на рендере. Но я, наверное, здесь сейчас не буду показывать эти режимы. Можете попробовать их самостоятельно. Потому что рендер я буду показывать позже. Я, наверное, остановлюсь просто на Digital Paint, обычной пропечатке Recolor и окей. Все, меня, в принципе, это устраивает. Дальше. Я бы хотела сделать еще, наверное, номер на спине. И у нас есть второй тип графики. Это текст-график, текстовая графика. Давайте сразу переименуем. Пусть это будет number. Дальше, наверное, воткнем сюда сразу цвет, который был на логотипе. И, значит, где тут что настраивать? У нас есть текст. Так, здесь мы настраиваем текст. Я хочу, чтобы у меня номер был 17. Font size сразу, наверное, поставлю я на 500, потому что мне номер нужен большой. И попробую хлопнуть это на все вот сюда. Он, кстати, привязывается к центральной линии, и все происходит симметрично. Так, хлоп, окей. Единственное, меня не устраивает шрифт, он какой-то не очень. Давайте я посмотрю, что есть из шрифтов. Шрифты он выбирает из системы. Что у вас установлено, то он... Конденсат какой-то. Так, это что? Так, давайте-ка так. Bold Condensed. No, Bold мне не нравится. Light Semi-Condensed. Light Bold Semi-Bold. В принципе, окей. Единственное, мне надо его побольше сделать. Пусть будет 700. Хорошо, чуть ниже спущу. И что бы я еще сюда хотела хлопнуть, это... Хотя, блин, хочется, наверное, потоньше. Что еще есть? Semi-Bold, Semi-Condensed. Все, идеал. Это мне нравится. Еще бы я хотела бы, наверное, сюда имя игрока. Давайте мы просто скопируем уже настроенную штуку. Хотя нет, я забыла кое-что сделать.
Давайте я сначала поставлю этому тоже Use Artwork, и у нас есть Digital Paint. Все. Здесь цвет не изменился, потому что мы настраивали цвет вот здесь, в Edit текст. Так, теперь мы делаем copy и пишем, что это имя. Так, имя я выдумывать не буду, просто напишу какую-нибудь рыбу. Так, идем сюда. В тексте это не то. Edit текст. Вот, в тексте пишем капслоком player name. Ну и этого должно быть достаточно. Единственное, что, допустим, нам точно нужно поменьше, пусть будет 300. Берем вот это вот и вставляем сюда. Так, слишком большой шрифт. Берем 200. 200, что там много. Пусть будет 100. И все, в принципе, меня это устраивает. Единственное, что... Да, кстати, когда у нас слои накладываются друг на друга, у нас здесь появляется выбор, что я хочу выбрать. Здесь я хочу выбрать вот это, поднять сюда и посмотреть. Еще момент. Иногда вы слои можете ставить не в той последовательности, и у вас наложение слоев может быть не так, как надо. Тогда можно сделать следующее. Берем слой, берем правой кнопкой мыши, где-то у нас тут не Align, а Layer. Да, заходим в меню Layer и отправляем Bring to Front. Оп. И у нас вот эта штука должна появиться поверх надписи. Вот она появилась. Но это я показала просто, чтобы показать. А теперь нам нужно ее отправить send to back. То есть отправить ее на самый задний план. Окей. В принципе, меня это все устраивает. Name. Ну, давайте так поравняем. Окей. Что делаем дальше? Допустим, дизайн понравился, все прекрасно. Давайте я вам еще фишку покажу, что можно делать с этими паттернами. Они же не просто, ну, их можно не просто вот так вот нахлопать, а у них есть еще интересные штуки. Давайте создадим еще графику. Пусть она будет еще называться тест, потому что это просто тест, на котором я сейчас покажу, что еще классного можно с этим всем сделать. Идем в нашу любимую папочку. Что у нас есть? У нас есть, допустим, прикольный паттерн, который мы хотим использовать. Я хочу, чтобы он был белым цветом. И я хочу его расположить где-нибудь на штанине. Значит, если я просто его шлепну на штанину, ничего особенного не произойдет. Да, кстати, что-то паттерн какой-то не очень. Сейчас, минутку, давайте я найду паттерн, на котором будет интереснее это все показать, и к вам вернусь. Так, я вернулась. Давайте посмотрим. Какой-то другой паттерн сейчас загружу. У меня тут появилась куча всего. Допустим, потестируем на вот этом. Так, да. Это бесшовный паттерн, который я буду использовать. Я хочу сразу настроить ему размер, чтобы показать вам несколько прикольных вещей. Допустим, 75. Допустим, паттерн я разместила. Что я могу с ним сделать? Идем в настройку паттерна. Материал. Извиняюсь.
Мне звонит моя микроволновка. Так. Хорошо. Что мы можем сделать с паттерном? Во-первых, use artwork. То есть опять мы используем digital print. Правда, придется recolor настроить. Окей. Чтобы у нас паттерн просвечивался. Вот видите, он просвечивается через ткань. То есть как будто бы он вплетен в саму ткань. Так. Дальше. Угу. А дальше нам нужно настраивать именно саму вот эту штучку. Не здесь, а вот здесь. Значит, идем в графику. Бам-бам-бам-бам. Так, не то я хотела вам показать. Да где же это находится-то? Ой. Угу, это здесь находится. Это находится в менюшке Graphic Configuration. Во-первых, мы можем показать это с обратной стороны, с изнаночной. Давайте я вам покажу, как это могло бы выглядеть Shift-Q. То есть, если мы и Shift-A, если мы видим каким-то образом ткань, ну, то есть у вас какой-то проект, в котором видно две стороны ткани, то вы можете настроить, на какой стороне будет виден именно этот паттерн. С изнаночной стороны или с обоих сторон, или только с передней стороны. Давайте вернем все на круги своя. Дальше, что еще можем сделать? У нас здесь есть несколько пунктиков. Мы можем тайлить этот паттерн, например, по Y, и у нас появилась такая полоса из узоров. Допустим, если бы этот узор был чуть поменьше, например, 50%, то вполне себе декоративная полоса. Ну или даже, допустим, он был бы каким-то другим. Так, это мы здесь настраиваем. График не здесь. Да что ж такое, уже забыла, где что настраивать. Так. Это artwork не то. Не то, где же это все? Алло. А, вот. Значит, давайте попробуем еще что-нибудь сюда пихнуть. Например, вот такой паттерн. Опа. Ну, у нас сбиваются настройки трансформации. Допустим, я хочу 50. Здесь немножко плохо видно. Давайте я отключу artwork, чтобы было видно просто, ну, то есть, как есть. Хотя это тоже плохо видно. Дальше, тайлить мы можем это не только по вертикали, ну и, конечно же, по иксу, по горизонтали можем делать такие полосочки какие-то, да, всякие. То есть, где бы вы ни разместили это, он будет подстраиваться под ширину всего этого счастья. Короче, можно сделать такие полоски, да. А можно сделать, если это seamless паттерн, то есть бесшовный, то мы можем сделать режим паттерна, и он замостит нам полностью всю штанину паттерном. То есть паттерн, вот эти вот узоры можно раскладывать тайлом, то есть, чтобы они повторялись сверху вниз, справа налево или слева направо. И можем, что мы можем еще с этим делать? Где наш узор? Допустим, мы сделали вот так, но нам не нравится его, то, что он это, и мы можем его повернуть. В общем, настройки у этого режима просто великолепные. Если вам нужно точно, например, поставить градус, то вот, пожалуйста. Или 45 градусов, например, что, в принципе, одно и то же. Так, здесь я все показала, да? Что мы можем делать? Единственное, что в этом режиме, мы не можем делать deform oversewing. То есть мы можем, типа, ну, это сделать, но он тогда
потеряет свою тайловость. Где у нас отключить эту штуку? Вот. Deform Overviewing. Оп. Мы, к сожалению, не можем именно с этой галочкой включать паттерн. То есть так не получится. Только вот в этом режиме мы можем делать вот эту штуку. Но чтобы мы это увидели, нам надо ее увеличить. И да. Так, не сработало. Не знаю, бывают глюки, кстати. Ну, тогда срабатывает Split Deform. Должен срабатывать, во всяком случае. Тоже не сработало. Что еще тогда? Давайте отключим эту галочку. И Copy Overviewing точно должно сработать. То есть, оно скопировало. Если нам важно это сделать. Хорошо, на этом, я думаю, на сегодня все. Значит, теперь где можно скачать сам проект, на котором можно потренироваться это все делать? Ссылочка будет в описании на пост в моем телеграм-канале, где я выложу сам проект. И там будет информация о том, где скачать программу для тех, кому это важно, и как ею пользоваться. Кроме того, если хотите больше, глубже понять, как пользоваться именно этой программой, а она достаточно проста в освоении, то подписывайтесь на мой YouTube-канал, подписывайтесь на мой Telegram-канал, где можно со мной лично пообщаться. И если вам нужны какие-то специфические модели одежды, на которых вы хотите размещать свои узоры, паттерны, дизайны, то можете тоже обратиться ко мне за этой услугой. Все ссылки будут в описании к этому ролику. Ну а с вами была Ольга Старшая. Всем пока. Друзья, забыла вам показать самое главное. Как рендерить наш готовый костюм, не выходя из программы. Итак, нам нужно перейти в раздел Tools, включаем. Давайте предварительно переключимся в режим только 3D. Дальше вкладка Tools, кнопка Rendering. Итак, у нас есть здесь несколько режимов. Ray Tracing — это для тех, у везунчиков, у кого есть RTX, начиная с 20 серии. Для офлайн, для таких невезучих, как я, у которых нет RTX. И Normal. Режим Normal вообще ничем не отличается от того, что вы видите в 3D окне. То есть здесь упрощенный вид. Здесь упрощенный вид объекта. Нас интересует в данном случае офлайн, либо Ray Tracing, если у вас есть карта RTX. Я буду в офлайне. Для того, чтобы увидеть, что происходит, нам нужно нажать кнопочку Sync. Итак, первым делом у нас есть вкладка Image, где мы настраиваем размер. Так, Colorway Set убираем. Вот эта галочка не нужна, если у нас нету других разных цветовых схем для костюма. Но это не про это видео. Итак, нам нужно выбрать размер изображения. Мы можем отключить вот эту галочку Maintain Ratio, настроить Resolution, обычно это 72 ppi. Если это для веб, например, где-то на сайте выложить, либо начиная от 300, если это под печать нужно. Меня устраивает размер ширины 1200 пикселей и высота 2500. Но вы можете, например, что-то изменить. Например, вы хотите там 1300 пикселей, да? Вот. И у нас изменится размер. Ну, давайте я верну 1200. Дальше. Так, извините, у меня фонят колонки. Сейчас я исправлю этот момент и вернусь. Так, значит, разобрались с размером изображения. Переходим к следующему. Background. Здесь мы можем настроить цвет фона, по сути.
Вот. И на каком фоне у нас будет стоять, значит, наш болванчик. Вот. Если нам нужно непрозрачное изображение, если нам нужно изображение с прозрачным фоном, мы нажимаем вот здесь вот Transparency, и все. Дальше мы можем сделать фон не просто цветом, а, например, какой-то текстурой, например. Вот я сейчас сюда воткну это. Она, правда, здесь не очень хорошо встала. Видимо, не хватает ее размера, но тем не менее. Текстуру какую-то вы тоже можете на фон поставить. Дальше. Да, вот у нас есть fill размер. Все. То есть она может растягиваться, может тайлиться, то есть быть мозаикой. Может быть заливкой, но я этим не пользуюсь. Итак, мне нужен прозрачный фон, этого достаточно. Вот эту галочку мы разбирать сейчас не будем. Мы разберем только вот это. Значит, пунктуация. Это как будет называться проект. У нас есть, скажем так, маска названия этих выходных изображений, и в данном случае это будет проект, имя проекта плюс что там, плюс colorway, плюс какой-то number. Можно что-то еще выбрать и что-то тут понастраивать. Ну, я обычно выбираю вот это. И самое важное, это куда мы будем рендерить. Я буду рендерить на рабочий стол. Мы выбираем папочку и формат изображения. Если хотите с прозрачным фоном, выбирайте PNG. Есть еще JPEG, TIFF, WebP. А VIF я не знаю, что за формат. Ну, мне нужен PNG. Следующая вкладка – это настройка самого рендера. Мы можем выбрать какие-то пресеты. Там Medium, High, Ultra High или Custom. Я буду, наверное, на медиуме, но я не буду рендерить прям 20 минут. Это уж слишком для меня. Пусть будет максимальное время рендера 5 минут, лучей 6, галочка Denoise, то есть убирать шум, обрабатывает он дополнительно. Есть галочка Ground Shadow, это показывать тени на полу. Мне она не нужна, но вы можете себе ее поставить, если она вам нужна. Следующая галочка... Так, дайте-ка я залочу это. Следующая галочка, на чем рендерим? На процессоре или на видеокарте? Я буду рендерить на видеокарте, хотя там, по-моему, рендер, что на видеокарте, что на процессоре один фиг медленный. И, в принципе, на этой вкладке больше делать особо нечего. Переходим в Light, и что мы можем здесь делать? Мы можем здесь менять пресеты освещения. Например, вот этот. Так, ну вот, у нас освещение изменилось. Дальше мы можем включить Dome Light. Освещение еще дополнительное освещение нам делается из HDRI-ки. Это такая карта, карта окружения. Но у нас чего-то здесь очень сильно перенасыщенное, слишком много света, поэтому мы можем уменьшить интенсивность Dome Light, например, до 0,25. И, в принципе, я думаю, что этого достаточно. Так, ну-ка еще раз. Даже, наверное, слишком много света. Хорошо, мы можем еще покрутить здесь. Это у меня здесь просто high контраст. Значит, выбрать какой-то пресет освещения другой. Наверное, я поставлю его на дефолт. Мне больше дефолт нравится. Так, пусть прогрузится. Сейчас вернусь. Так, да, вот. Уже освещение мне больше нравится, более какое-то естественное. Так, а что это high контраст у нас, да? Ну, в принципе, мне нравится. Пусть будет high контраст. Теперь, интересное у нас есть
Что у нас тут еще? Тут нам ничего не надо. Здесь у нас просто источники освещения. Их можно понастраивать отдельно. Но я этого делать сейчас ничего не буду. Я хочу сделать несколько ракурсов. И вот для того, чтобы у меня были настроены ракурсы, у нас есть такая штучка, как вот эта панель. Я сюда делаю плюсик, и он мне запоминает ракурс. Давайте его переименую во фронт. Ну и... Что-то слишком много букв. Угу. Дальше. Я хочу, чтобы у меня был ракурс сзади. Вы можете переключаться вот правой кнопкой мыши, например, да, мне вот нравится ракурс сзади. Я его переименую. Back. И я хочу ракурс в 3/4 примерно. Такой вот. Плюс. Все. И у меня появились 3 кадра, между которыми я могу переключаться, и мне не надо как бы постоянно что-то там примеряться. Хорошо, нам достаточно 3 вот этих ракурса, и я хочу их все зарендерить. Значит, останавливаем нашу синхронизацию и запускаем рендер кнопочкой «Старт». Так, у меня это будет происходить, ну, думаю, достаточно долго, поэтому сейчас я ставлю видео на паузу и вернусь к вам, когда 3 кадра будут готовы, чтобы их показать. Ну что, наши изображения готовы. Давайте посмотрим на них. Давайте я увеличу до фактического размера, как это выглядит. Вот наш парень. Вот наш дизайн. И давайте посмотрим на остальные ракурсы. Вид сзади. И вот тебе, пожалуйста. Вид в 3/4. Из-за денойза у нас немного тут потерялись детали. Но если вы хотите, чтобы было прям все детализировано, стоит ставить high, самое высокое качество и максимальное количество времени рендера. Вот. И тогда вы получите эту картинку в самом детализированном высоком качестве. Ну, а мне для демонстрации, наверное, и это подойдет. Все. На этом, я думаю, пора этот урок заканчивать. С вами была Ольга Старшая. Всем спасибо за внимание. Всем пока.